Друзья, сегодня я вам расскажу о сабвуфере T5 от Edifier. Впервые эдики выпустили автономный саб не под какой-то комплект трифоника или 5.1 системы, а самостоятельный, способный на автономное плавание. Интересно, что у них получилось. Зная их любовь к новым технологиям, к исследовательской деятельности в аудиосистемах, я думаю, что это может оказаться довольно интересной моделью. И по деньгам, я надеюсь, не знаю, порадует вас это или подогорчит цифра, но, по-моему, он довольно доступный. Да, так давайте я его сразу и вскрою. Мне доверила фирма, так сказать, это дело. Спасибо, кстати, за это. Мне говорят, что ты не обозреваешь какие-то другие акустические системы, Microlab, Sven, еще какие-то гимберды. Они мне не дают, им не нравятся мои обзоры. Ну и надо. Подумаешь. Тщательно упакованной коробке оказалась еще одна тщательно упакованная коробка. Я не знаю, видно, нет? Ну, таким вот образом защищается. Ну, конечно, морская перевозка, потом локальные, скорее всего, по стране перевозки, многократные перегрузки могут испортить изделие. Поэтому лишним не будет. Но это стоит денег, ребята, прошу заметить. А, в общем, производители норовят удешевить свои изделия. То есть по этой упаковке вы можете судить как минимум о том, что эдики ценят свои изделия и ценят то, что они придут к вам не испорченными, не битыми. Посмотрим, что здесь найдется. Опять получилась распаковка. Это интересно. Не собирался, я вдруг начал. Кабели, какая-то пачка кабелей, многократная RCA разъемы. И что это интересно? Блин. Что бы это значило? Ага, вот так вот. Это один кабель RCA, 2 RCA на мини-джек, то есть стандартный аудиокабель для мультимедиа систем. И этот 2 RCA на 2 RCA, причем такие позолоченные, довольно приятные. Кабелечки тоненькие, но как я имею опыт, мне, кстати, подарили Edifier кабель вот такой вот системный. Он у меня, я не помню где, но в студии даже нашел применение, потому что замены ему нету много лет уже. Он там стоит и не теряет своих качеств, свойств. Далее гарантийный талон и мануал, видимо, инструкция, что с ним делать. T5, видите, Powered Subwoofer. Интересно, на каком языке. Это вся красота. Скажем так, на всех языках. Официальной документации на этот сабвуфер я не получил. Из того, что удалось раздобыть, как вы видите, ясно, что выходная мощность 70 Вт, амплитудно-частотная характеристика от 38 Гц до 200, соотношение сигнал-шум лучше 85 дБ взвешенное, искажение менее 0,2%, динамик использован 8-дюймовый, размеры, которые здесь названы параметры на экране, вес чистый 11 кг, да, похоже на то, довольно увесистая штука. Ограничения на эксплуатацию отсутствуют. Звучит оптимистично. Ну, гарантийный талон касается этот, видимо, только Украины. Упаковочка. Ну и, собственно, сам саб. Там на дне упаковки, кстати, оказался еще один кабель сетевой. Обычный сетевой кабель. Да, как вот это вот снять, честно, я не знаю. У меня вот эта вот упаковка. Держит на этом свете. Ну, посмотрим, что это за сабик такой.
получился у эдифиров. Опыт создания сабов для трифоников и 5.1 систем у них огромный, поэтому я не сомневаюсь, что вещь, в общем, правильно рассчитана и функционально выверена. Стоит на ножках, которые, ну как, резиновые и не скользят совершенно, что прикольно. Этот порт закрыт такой декоративной пленочкой для того, чтобы его просто не испачкали своими грязными руками, потому что они оставляют следы. Передняя панель закрыта грилем. Ну-ка, съемным грилем. Ух ты, гриль из прям цельнопластмассовый с такими вот клипсами, покрытый акустически прозрачной, очевидно, тканью лейба Edifier. Динамик по-филджонсовски сделано. Пылезащитный колпачок. Напоминает пулю, однако строгой формы. Без всяких разносолов в виде трактрисы, гиперболы и так дальше. Панель вроде бы как в накладочку выполнена. С одной стороны, как мы помним, фаза инвертор. А сзади, соответственно, панель управления, момент. Вот так выглядит панель коммутации управления этого сабвуфера. Она утоплена за подлицо, следов радиаторов не видно. Стало быть, там внутри усилитель класса D с высоким КПД и, скорее всего, импульсный блок питания, хотя это уже факт, потому что от 100 вольт, 240 вольт такие параметры может иметь только импульсный блок питания без переключателя. Также мы видим клавишу включения, регулятор уровня, минимум и максимум с позициями, индикатор, очевидно, включения, LPF, Low Pass Filter, то есть фильтр низких частот с пределами 30 Гц, 160 Гц, переключитель фазы дискретный 0 и 180 градусов. И вот что меня поразило больше всего в этой всей истории, друзья мои, это две пары вот этих вот RCA гнезд. Первая из них это сигнал in, а вторая что? Сигнал out. Сигнал out, привет. Ты попал в кино, теперь ты модный артист, можешь, так сказать, этим гордиться. Чисто из праздного любопытства вскрою-ка я сабик и посмотрю, покажу вам, что у него внутри. Как говорится, Эдик схемы не дает, Юра схемы сам возьмет. Откроем-ка, посмотрим, что у него внутри. А внутри у него, друзья мои, ничего. Обман! А нас обманули, предали! Нет, на самом деле вон, конечно, стоит динамик. Момент. Динамик стоит. Какой-то кусок синтопона и провод. Кабелечек, который связывает динамик с, усилительной частью. Покрыт знакомым нам поролоновым чехлом во избежание дребезга корпус в процессе звучания, что немаловажно. Здесь распорок я не вижу, зато здесь вижу. Не знаю, будем считать, что опытным путем целесообразность их была выяснена, решена. Толщина материала. Сейчас момент. Толщина стенок, по крайней мере задней, сабвуфера 20 миллиметров. Там как-то должно быть видно. Я уверен, что передние не меньше, а боковые, тоже производят впечатление не меньше, то есть тех же 20 миллиметров. Но обратим свои взгляды на схему. Собственно говоря, здесь внимание привлекает, сейчас момент, внимание привлекает блок питания. Это основа композиции, конечно. Вещь, которая определяет мощность, силовые параметры усилителя.
понятно. Заделано и герметиком, и еще какими-то штуками, дрюками во избежание разгерметизации корпуса, чтобы не было воздушных потоков, кроме фазоинвертора, который сбоку, кстати, где он сбоку? Вот он сбоку, давайте я вам покажу. Чтобы не было сомнений, что он там как бы присутствует. Вот труба фазоинвертора здесь. Такая вот закрыта. Ух ты, нормированным таким куском поролона с отверстием внутри. Посмотрите, как это выглядит. Может, видно, не знаю, не видно. Трудно сказать, у меня нет особо так условий для предметной съемки. Я прошу прощения за это дело. Но я полагаю, все мы здесь собравшиеся, досидевшие до этого момента, нас интересует содержимое, прежде всего содержание этого дела. Тут панель разъемов тоже хорошенько загерметизирована, залита всякими компаундом, в частности. И плата, собственно говоря, плата. Плату я сфотографирую и посмотрю, что на ней более детально. Вон какой-то даже радиатор есть, что редко встречается в усилителях класса D. А это усилитель класса D, как вы поняли, конечно же. Вот такая вот история. Толщина пластины, я думаю, миллиметра 2,5. Хотя, что гадать, опять же. Ну же есть профессиональный инструментарий, как говорят, профессиональный сабвуфер. Так вот это профессиональный штангель-циркуль 2,3 миллиметра. Как вы видите, панель сидит на резиновой основе прокладки, которая, во-первых, герметизирует, а во-вторых, исключает дребезг пластины. Когда речь идет о описании работы саба, прежде всего имеет смысл померить его импеданс. Без этого измерения будет неясно, что это за сабвуфер, как настроен резонатор, чего можно от него ожидать, какие скоростные характеристики, частотные и так далее. Я отсоединил динамик от платы усиления, потом я ее ставил туда отдельно, для того, чтобы крышка, в качестве крышки просто. А динамик подключил к измерительной схеме, к компьютеру, который сейчас нам покажет, мне, во всяком случае, покажет, и я вам покажу тоже кривую импеданс этого сабвуфера, из чего мы сделаем вывод, на какой частоте он настроен, и с чем его можно вообще сравнивать. Поехали. Вот такая вот кривая импеданса. Получается, что настройка его в районе 43 Гц. При этом сопротивление 5,45 Гц, а выше 100 Гц импеданс проседает до 2,78, но это несущественно, поскольку здесь динамик практически не работает и не получает сигнала. По постоянному ближе к 10 Гц, скажем, он проседает тоже до 2,73, кстати. Но там тоже стоит наверняка субсоник фильтр, и ничего страшного не происходит. Итак, 43 приблизительно Герца. Настройка этого резонатора. Прикольно. А сейчас я проверю, режется ли сигнал, подаваемый на колонки из этого сабвуфера. Для этого я на вход саба подал сигнал со звуковой карты, а с выхода саба сигнал подал на вход этой звуковой карты, для того, чтобы измерить это в измерительной программе. Вот давайте этим и займемся. Оп. Вот, друзья мои, не режется сигнал до 5 Гц. Тут немножко завал по низким частотам, но это обычное дело, скажем так. Вот таким образом можно быть уверенным, что сигнал, который вы подаете на этот сабвуфер, практически не обрезается по частотам ни сверху, ни снизу, и подается на колонки так, как есть. Однако, давайте посмотрим. Кроме того, у меня закралось некоторое подозрение, не соединены ли эти разъемы между собой. То есть я имею в виду, вход не соединен ли с выходом. Не один и тот же это разъем практически. Это просто разветвитель тогда получится. Так и есть. Так и есть, дорогие друзья. Это разветвитель. То есть инженер Edifier
решили особо не утруждаться, однако оказали нам действительно полезную услугу. Вместо того, чтобы искать некие разветвители кабелей для того, чтобы подключить сабвуфер к другим колонкам, они сделали этот разветвитель прямо у себя на сабе, но при этом не заморачивались на схемы разделения по частотам и согласования сигналов на входе и на выходе. Они просто сделали параллельные пары, две разъемов. Ну что ж, тоже хорошо, лучше, чем ничего. Однако АЧХ этого тракта, так называемого, я мерил, конечно, зря. И в нем отразилась АЧХ, скорее всего, моей звуковой карты, которую я использовал в том данном разрешении, битрейте имеется в виду. Ну что ж, такого я не видел в других сабах. Это, безусловно, лучше, чем ничего. Вместо того, чтобы тупо был разъем и входы, и больше ничего, здесь все-таки есть некая возможность подключить дополнительное устройство. Ну и на том спасибо. А теперь я померяю АЧХ этого сабвуфера. Для этого я поставил микрофон напротив динамика в ближнем поле. Посмотрим, что он выдает. Вот такое. Это полностью открытый LFE, так и назовем его для понимания, что это у нас за кривая. Теперь я поставлю здесь регулятор в среднее положение. И в минимальное положение. Понятно, что есть много производных между этими положениями. Вот так вот. Ну и чтобы была полная картина, нужно измерить АЧХ порта фазоинвертора, понятное дело, который вносит свой вклад в звучание. Основной вклад в звучание. Это вот у нас порт. И сложим эти графики, чтобы понимать принцип работы саба и его регулятора. Итак, видим, смотрим. В открытом положении АЧХ сабвуфера такая, порт имеет вот такую вот кривую. Далее кривая такая, далее такая. В минимальном положении частота ограничивается, я думаю, где-то 60 Гц. В среднем положении примерно 100 Гц, и в открытом положении ограничивается АЧХ, там, я не знаю, 150-160 Гц. Это для работы с какими-то небольшими колоночками совершенно. Что ж, любопытно, интересно, чисто мультимедийный сабвуфер. А сейчас я предлагаю послушать, как этот сабвуфер добавит к звучанию колоночек Edifier R1080BT, которые показали довольно неплохо себя в низкочастотном диапазоне, но учитывая их форм-фактор, вообще размеры и калибр басовых динамиков, конечно, не могут до конца точно воспроизвести самый низкий регистр. Для этого нужен сабвуфер. Люди спрашивают, как подключить сабвуфер, если нет у колонок выхода на сабвуфер? Ну, во-первых, путей несколько. Первый из них — это подключение к, например, как это сейчас сделал я, к выходу на наушники звуковой карты. Благо он у меня есть, но я думаю, что нынче это не очень большая проблема. У многих он есть. Заодно отдельно совершенно настраивается уровень сабвуфера и колонок. И второй вариант — это, конечно же, предусмотренная в этом сабе возможность подключения колонок в качестве сателлитов. Для этого у саба есть система входов, то есть 2 RCA разъема на вход, который я подал сейчас кабелем, идущим в комплекте. И рядом клемки вы видите правый-левый сигнал out написано, к которым можно подключить колонки, собственно говоря, входы колонок. И таким образом они будут работать в качестве сателлитов. Давайте посмотрим, как это все работает. Я буду, собственно говоря, управлять звучанием саба, показывать вам параметры регулирования, чтобы понять, как он влияет на звучание. Запущу